Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой простой ажурный мотив крючком и соединять мотивы между собой. Такой мотив подойдет для вязания летних изделий, топов, туник, платьев. Для работы я использую нитки Пеликан и крючок 1,25. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. Получили колечко. Далее провязываем одну воздушную петлю подъема и в кольцо вяжем 12 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12 столбик. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик за обе полупетли первого столбика без накида. Вяжем одну воздушную петлю и в вершину того же столбика провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем вершину столбика предыдущего ряда, вершину следующего столбика вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем вершинку одного столбика, в вершину следующего столбика за обе полупетли вяжем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Вершину пропускаем следующего столбика и вершинку следующего столбика провязываем столбик без накида. Вот я пропускаю вершину следующего, вяжу столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Пропускаем вершину столбика, в следующую вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем вершину столбика, вершину следующего вяжем столбик без накида. Мы провязали вот 5 таких арок из 5 воздушных петель. Нам осталось связать еще одну арку, но мы разделим ее на 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в вершину первого столбика без накида. Вот что получилось у нас. Вяжем одну воздушную петлю подъема и вот сюда, под эту же арочку, которую мы последнюю связали, разделенную на 2 части, вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Под эту же арочку провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. Под следующую арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Под эту же арочку вяжем столбик без накида. Снова провязываем 5 воздушных петель. Под следующую арку вяжем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. И под следующую арочку провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда, повторяя вот такие вот элементы. Из 5 воздушных петель под арку 2 столбика без накида, между ними 5 воздушных петель. Заканчиваем ряд. Нам осталось провязать еще одну арку из 5 воздушных петель, но я разделяю ее на 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в вершину первого столбика без накида.
Вот что получилось. Далее под следующую арку, вот эту из 5 воздушных петель, мы провязываем 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. 3 воздушные петли. И под эту же арочку провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик, шестой. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем столбик без накида. Под следующую арочку из 5 воздушных петель тоже провязываем 6 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, 6 столбиков с одним накидом. Вяжем первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. 3 воздушные петли и сюда же 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Под следующую арку провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем ряд до конца, обвязали все вот эти арки, получились вот такие лепесточки у нас. И заканчиваем ряд на вот сюда, вот вершину первого вот этого столбика, которым мы закончили предыдущий ряд. То есть он получается последний столбик в предыдущем ряду. Вот в эту вершинку мы провязываем соединительный столбик. Далее вяжем 4 воздушные петли подъема, 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И вот сюда под арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида, 5 воздушных петель. И под эту же арочку вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Два накида на крючок. И вот сюда вот в столбик без накида предыдущего ряда в вершинку столбика провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Снова 5 воздушных петель. Под арочку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида, 5 воздушных петель. И сюда же провязываем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Столбик с 2 накидами в вершину столбика без накида предыдущего ряда. Вот здесь между лепесточками находится этот столбик. Провязываем столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель. И снова под арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида. Таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязываем 5 воздушных петель. И соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю подъема. Провязали. Далее переходим на вязание последнего ряда. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля для арочки
и столбик с одним накидом в 4-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Далее провязываем 5 воздушных петель. Под арочку из 5 воздушных петель, вот эту, которая находится над лепесточком, мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Вот что получилось. Далее вяжем 5 воздушных петель. Делаем накид на крючок и в вершину столбика с 2 накидами предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же вяжем столбик с одним накидом. 5 воздушных петель. Снова под арку из 5 воздушных петель, которая находится над лепестком, мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 5 воздушных петель и сюда же вяжем 2 столбика с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Под вот эти арочки над лепестками мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 5 воздушных петель, 2 столбика с одним накидом. Далее в вершину столбика с 2 накидами будем провязывать столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом. И вот это между ними провязываем 5 воздушных петель. Заканчиваем ряд, провязали 5 воздушных петель в конце ряда и вяжем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Обрезаем ниточку и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотив получился. А сейчас покажу, как соединять мотивы между собой. Вот я уже соединила несколько мотивов. Расскажу сейчас, если мы соединяем мотив по одной стороне, то места соединения у нас будут вот по этим уголкам и под вот эти 2 арки из 5 воздушных петель. Я хочу сейчас присоединить мотив вот в это место. Я считаю, сколько уголков у меня и сколько мест соединений у меня будет по углам. Вот одно место соединения, вот второе место соединения и вот третье место соединения. В процессе вязания последнего ряда я обвязываю вот эти вот арочки из 5 воздушных петель вот такими элементами из 2 столбиков с одним накидом, 5 воздушных петель и 2 столбика с одним накидом. Чтобы присоединиться в 3 местах, мне нужно в последнем ряду не обвязать 3 арочки из 5 воздушных петель, которые находятся над лепестками. То есть вот я сейчас буду обвязывать уже следующую арочку и сразу же соединяться с основным полотном. Я провязала 5 воздушных петель. Теперь под арку из 5 воздушных петель я вяжу 2 столбика с одним накидом. Провязываю 2 воздушные петли и смотрю на мой образец. Присоединяться я начинаю вот из этого верхнего угла. Полотно смотрит на меня лицевой стороной. Я нахожу вот этот уголочек, первый, к которому я буду присоединяться. Вытягиваю крючок из нашей петельки, которую мы вяжем. И ввожу крючок в центральную воздушную петлю вот этих 5 воздушных петель соседнего элемента. Ввожу крючок в петлю мотива и протягиваю сквозь эту петельку. Далее провязываю 3 воздушные петли и под эту же арочку из 5 воздушных петель вяжу 2 столбика с одним накидом. Продолжаю вязать последний ряд мотива. Вот. Далее провязываю 2 воздушные петли, снова вытягиваю крючок из петли. Смотрю, следующая арка, вот она у меня, из 5 воздушных петель. Я ввожу крючок в центральную петельку. Захватываю петлю и
протягиваю сквозь эту петельку. 3 воздушные петли. Далее у меня вот столбик с 2 накидами предыдущего ряда. Я вяжу в него столбик с 1 накидом, воздушная петля и столбик с 1 накидом. Далее снова провязываю 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки, ищу следующее место соединения, это вот эта арка, ввожу крючок в центральную воздушную петлю этой арочки, захватываю петлю мотива, который сейчас вяжу, и протягиваю сквозь эту петлю. 3 воздушные петли. Далее у меня снова вот арка из 5 воздушных петель, которая находится над лепестком. Под нее я провязываю 2 столбика с 1 накидом. Первый, второй. Далее 2 воздушные петли. И смотрю на следующее место соединения. Вот у меня один элемент, вот второй элемент, который находится над лепестками. Я ввожу крючок вот сюда, вот между ними. Захватываю петельку мотива и протягиваю ее сквозь вот эти вот петли. 3 воздушные петли. И под эту же арку из 5 воздушных петель я вяжу 2 столбика с 1 накидом. Далее снова провязываю 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петли, смотрю следующее место соединения. Вот эта арочка. Ввожу крючок в центральную воздушную петлю, захватываю петлю мотива, который вяжу, 3 воздушные петли. Следующий у меня столбик с 2 накидами в предыдущем ряду. В него я провязываю столбик с 1 накидом, 1 воздушную петлю, столбик с 1 накидом. Далее вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки, смотрю следующее место соединения, это вот эта арочка. Ввожу крючок в центральную воздушную петлю арки. У нас арка из 5 воздушных петель. Протягиваю сквозь нее петлю мотива, вяжу 3 воздушные петли. Далее у меня вот последняя арочка из 5 воздушных петель, которая находится над лепестком. Под нее я вяжу 2 столбика с 1 накидом, первый, второй, 2 воздушные петли и делаю последний вот прикреп у меня в уголочек. Вот элемент из 2 столбиков с 2 накидами, простите, из 2 столбиков с 1 накидом, 5 воздушных петель, 2 столбика с 1 накидом. Нахожу центральную воздушную петлю арки из 5 воздушных петель, захватываю петлю мотива, который вяжу 3 воздушные петли и под эту же арку из 5 воздушных петель продолжаю вязать последний ряд, провязываю 2 столбика с 1 накидом. В конце ряда 5 воздушных петель и соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Обрезаем ниточку и хвостик прячем в мотив. Вот таким образом мы присоединили мотив к основному полотну. Если бы нам нужно было присоединиться в 5 местах, вот 1, 2, 3, 4, 5, то мы бы с вами не довязывали 5 арок, которые находятся над вот этими вот мотивами, над вот этими элементами лепестков. Вот такое красивое ажурное полотно из мотивов у нас получилось. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.